2 года назад не стало самой крупной коалиции, созданной под знаменами объединения русскоговорящих пилотов в одно единое образование. Коалицию FIRE, Red Alliance, Midas, Unreal Alliance, DICHI, родившиеся позднее Зерги и множество других корпораций, коллективов и альянсов, имя которым было FIRE Коалиция. Как же так получилось, что некогда успешный проект и идея при поддержке Тест-Альянса и контролирующая целых 9 регионов смогла схлопнуться буквально за 1 месяц? Это вам уже не потеря одной констелляции, а каскад целого ангельского региона и некоторых соседних регов тоже. Многие альянсы, бывшие тогда на пике своего могущества, так и не смогли отправиться от этого удара. Какую же роль в этом сыграла пчелиная война и что пошло не так? В этом видео я, как участник большинства событий из этого видео, расскажу свою версию и обращусь к свидетелям и непосредственным участникам, которые принимали те самые важнейшие решения, которые изменили ангельский регион навсегда. Мы постараемся разобрать момент самого падения FIRE коалиции, причин и последствий для всей глобальной карты в онлайн. Видео не будет слишком длинным и будет слегка оказуалено, дабы не вдаваться в серьезную аналитику и обзор всех событий минувшей эпохи. Не хочется растягивать видео на несколько часов. С вас лайк в поддержку нового контента по EVE Online, а с меня больше видеороликов по истории Евы. Не забываем про комментарии, которые сильно бустят продвижение этого видео. Не буду тянуть, поехали! Сперва вкратце затронем позицию FIRE коалиции на момент начала Великой Пчелиной и откуда они взяли столько территорий. FIRE коалиция были мидшилдом Тест-Альянса, проживавшего в Эзотере и Парагон Солсе. После победы и выселения Фратернити из Детарида и Инсмазера, Тестам нужен был лояльный союзник на этих территориях. И таким становится набирающая свои силы коалиция FIRE, вобравшая в себя огромнейшее число альянсов. Естественно, выступающая на стороне Тест-Альянса, инициирующего в дальнейшем атаку на Империум. Коалиция огня в основном состояла из русскоговорящих альянсов: Мидасы, Реды, Андрилы, Дичи и несколько менее многочисленных англоговорящих альянсов: Разоры, Севернцы, Синерджи. В этом видео мы сразу же перейдем к моменту выгорания тестов и окончания пчелиной. Альянс тестов проигрывает пчелину, начинает медленное разложение до текущего состояния, вступая тогда в Панфам. Лидершип альянса покидает коллектив динозавриков, флиткомы разбегаются, пилоты уходят в логов. Именно таковой стала судьба одного из главных участников крупнейшего конфликта последних лет. Альянс попросту не смог существовать после столь тяжелого поражения в этом конфликте, который должен был стать отправной точкой Тест-Альянса для могущества галактического масштаба, которого игра, возможно, не видела и не увидит за всю свою историю. Тем временем FIRE остаются в регионе без ключевого союзника, от которого зависит и существование самой коалиции огня. Выходя на дипло-арену, FIRE занимают позицию нейтралитета как к коалиции Панфама, так и к Империуму. Но могло ли это продолжаться вечно? Основным защитником FIRE в те времена, естественно, стала коалиция Панфама, лидер которого Гоббинс в какой-то момент обнаруживает очень неприятные вещи о своем новом союзнике, за которым ему вдобавок приходится постоянно бегать, помогать и прибираться. Во-первых, большинство команды флиткомов Хурды были противниками деплоя Хурды для спасения FIRE коалиции от атак инитов и гунов из-за личной неприязни к лидершипу, вызванной импактом коалиции огня в пчелиной войне, мутными темами с запросами о повышенных долях за ядра, полутанными с гунов, невыплат части компенсации флиткомом Хурды за помощь, отсутствие координации, нежелание использовать супера и так далее. Отказ от участия флиткомов для Гоббинса стал настолько сильным фактором, что ему пришлось отдельно договариваться с гунами о невыселении FIRE полностью. Вы не ослышались, лидер Хурды определял судьбу FIRE коалиции еще задолго до всех событий с их дальнейшим выселением. И именно Хурда решила судьбу вроде бы как нейтральной коалиции соседа. Июль 2022 года. Гоббинс пишет: «Привет, Мерк, дипломатический запрос. Мои ФК, которые управляют южным деплоем БФЛ, хотят прекратить это, но не хотят бросать FIRE под автобус. Ребята, вы заинтересованы в каком-то прекращении огня, когда Хурда выйдет из региона FIRE в течение некоторого количества времени, а взамен вы не сожжете их имущество?» И тут всплывает сюрприз, которого не ожидал никто из команды дипломатов. Выяснилось, что Суровый не просто недоплачивал какие-то компенсации за поддержку, но и
и переходил на личности в пингах против инитов, и, видимо, решил сразу кидать камушек в самого страшного и могущественного инита, бигбосса всего Альянса Даркшайнса. Константин сделал вещи настолько личными в своих пингах против Даркшайнса, что иниты в основном не желали вести какие-либо переговоры, если бы только прекращение огня не привело за собой каких-либо крайних последствий для всего Fireco. В результате ввода в Fire отдельной альт-корпорации Хурды, которая и стала ставить себе структуры, деплой на защиту Fireco начался. Коалиция Панфама самостоятельно устанавливает эти структуры внутри коалиции Fire, начиная оказывать им поддержку в защите. В сентябре же 22 года деплой был завершен победой в обороне коалиции Fire, и в результате переговоров с Империумом у Хурды возникло желание сделать границу между коалициями более живой и нейтральной. Сделать один регион Фитаболиса нейтральной территорией для любых неаффилированных с блоками альянсов, ну и бонусом обезопасить коалицию огня от дальнейших атак от ближайших соседей. Как пишет сам Гоббинс, 2 недели Fireco раздумывали над предложением, торгуясь о приграничных структурах, но как только последний гун покинул регион, лидер Fire, Суровый, резко меняет свою позицию. О как! Сперва причиной необходимости клайма Фитаболиса было желание вместить все многочисленные альянсы коалиции, затем Фитаболис уже должен был бы стать регионом для игры Fireco против RMC коалиции, базировавшейся тогда в импасе, ну а под конец лидер Fire, со слов Гоббинса, наотрез отказался впускать в регион каких-либо нейтралов. Как пишет об этом сам Гоббинс, любой из наших флиткомов, которым приходилось иметь с Fire какие-либо дела, в конце концов возненавидели их, и в конце я начал понимать почему. Финальным аккордом сурового Гоббинсу стало его следующее сообщение: я не уверен, почему ты строишь планы насчет наших территорий, которые находятся так далеко от тебя. После большого пинга Гоббинса о начале атаки на Fireco, еще и со стороны Панфама, действующей системы EFM, на территории 9 регионов начался сущий кошмар. Полчища инитов, гунов и хурды с 3 разных направлений ринулись в регионы, которые буквально за один вечер стали отрезанными от какой-либо логистики и помощи. Многочисленные флоты рeinforcили все, начиная от затратной сети бриджей, заканчивая фортизарами и кипстарами. Fireco начали откатываться в столичную систему GZ и в дальнейшем двигаться в сторону НПЦ Курсы. Fire же коалиции пинговались пинги о том, чтобы люди не паниковали. Все хорошо, у нас есть план обороны, мы остаемся и будем партизанить из НПЦ систем. И тут стоит более подробно поговорить о том, что же происходило в это время за закрытыми дверьми. В те времена альянс зергов уже существовал, но состоял из в основном академ-корпораций Легиона. Жаль, конечно, что сейчас от них не осталось и следа. Естественно, все, что мной было сказано ранее в этом видео, не афишировалось, и нам доводилась чутка другая исправленная информация от Fire коалиции. В ней говорилось, что Панфам и Империум специально объединились и решили уничтожить нейтральную коалицию Fire ради территорий. Суровый же предлагал объединиться в одном деплое и держать оборону, в дальнейшем перемещаясь ближе к Курсе. Финальной же системой должна была бы стать НПЦ-станция, откуда и должны были совершаться вылеты на бывшие территории Fire. Тогда говорилось о том, что Панфам рано или поздно покинет Ангел-Рек, что и практически полностью произошло, и Fire смогут вернуться в свой дом. Ну а дальше вы знаете, что произошло. Сдача территорий без боя и перемещение на север. Fire коалиция оплачивает свой проход Империуму, альянсу, который и выселял, и сжигал их территории. Дальше уже была совсем другая история. Брань к сентябрю, долгие месяцы сражений с китайцами, а если вспомнить сам переезд, то это был сущий кошмар. Представьте, что у вас одновременно стартует переброска ассетов из нескольких регионов. Жители Оместа, отрезанные от коалиции, Инсмазер, который в первый же день был почти полностью сожжен на границах, отдаленный регион The Cache. Регионы полыхали, покинутые своими владельцами и контролируемые уже не мемберами коалиции огня, а многочисленными дроп-группами, деплой-сигами и крупными флотами вторгающихся сторон. Третий за всю историю Молок погибает при переезде в регионе Тенерифис, при том, что регион был еще даже совершенно не тронут силами атакующих. В том же Тенерифисе падает Эребус, и это мы идем только по верхушке айсберга. А сколько было уничтожено фур, дредов, обычных кораблей, которых даже не прикрывали на эвакуации. Но даже прикрытие не всегда спасало. На основном мувопсе Fire коалиция попадает в ловушку от Snuff It Out и теряет свыше 1 триллиона исков. Напомню, что тогда титаны стоили по 70-80 миллиардов исков. Сейчас эта сумма увеличилась бы в несколько раз. В системе КФР региона Синдикат дреды Snuff It Out накрывают караван Fire и уничтожают 8 титанов, 8 мазеров, битком набитых всем имуществом пилотов, десятки дредов и факсов. БР впечатляющий. Больше 1 триллиона потерь у караванчика.
Худо-бедно коалиция Fire добирается с потерями до севера, к коалиции B3. По пути же таинственным образом исчезает столь огромное число титанов и мазеров, скорее всего оседая в 1DQ или навечно лагофаясь на кипстарах севера, которым было суждено быть уничтоженными. Но это совершенно другая история. Лидеры Fire пытались воодушевить своих пилотов, обещая им захват Бранча к сентябрю. Новое величие. Но после обещаний партизанщины и спешного бегства с ангельских территорий, вызванных скорее всего страхом потери численности после утраты грядок в нулях, никто уже не верил совершенно в какое-либо дальнейшее могущество. А впереди Fire ждали долгие месяцы битв против китайцев на территории коалиции B3 за призрачные территории, которые еще нужно было как-то захватить против уже тогда набравшей силы коалиции Winter Co. Ну и к слову, в дальнейшем лидер Fire признался, что все его обещания о Бранче к сентябрю, он в принципе изначально понимал, что вряд ли они там что-то смогут захватить. Каков же вывод всей этой истории? Думаю, развал коалиции Fire — это показательное историческое событие EVE Online о том, как коалиция, удерживающая столько регионов, потеряла доверие всех окружающих блоков, каждый из которых по отдельности был ее сильнее и хотел уничтожить своего соседа. История ошибок и тактических неудач и притча о том, как власть, величие, территория очень быстро затуманили лидершип Fire, которому в дальнейшем пришлось столкнуться с суровой реальностью в погоне за еще одним регионом для клайма. Если ты зависишь от помощи другой коалиции, очень странно диктовать в таком случае им свои хотелки по еще одному региону. Сейчас альянсы Fire разбросаны кто где, но большинство просто исчезли. Unreal Alliance, выходцем которого был я, полностью дисбанднулся. Midas 22 дисбанд, Северанцы дисбанд, Альянс Валькирии тоже дисбанднулся. Разоры потеряли основного ФК и лишились почти 90% своего состава, собирая пару человек. Red Alliance отделился от Fire и стал главой абсолютно другой коалиции в Саншо регионе. Зерк Реборн, мой альянс, покинул Fire после переезда на север и успел засветиться возвращение на ангельских территориях. Legion of Death потерял главенство и лидирующие позиции в дипломатии Евы и формально стал одним из альянсов Phoenix Co. Единственный альянс, который стал сильнее из почти десятков альянсов огненной коалиции, это альянс Synergy of Steel, который не только вырос, но и стал главой собственной коалиции, приняв в себя не только выходцев из Fire, но и B2 коалиции. Вот так один регион Фитоболиса и общение в чатиках стали причиной краха самой крупной руговорящей коалиции последних 5 лет в EVE Online. Коалиции, удерживающей в пике больше 9 регионов, выставляющей десятки мазеров и титанов и имевшей численность 500-600 человек во флотах. Спасибо за просмотр, не забывайте поддерживать цикл видео по EVE Online своим лайком и комментарием. Надеюсь, я ответил на вопрос, как крупнейшая коалиция Fire потеряла все. Увидимся на просторах нового Эдема. Fly safe, капсулируй.